Иногда в жизни наступают моменты, когда кажется, что все рушится. Ты теряешь то, что любил, то, во что верил, то, что строил годами. И в такие моменты сердце задает один и тот же вопрос. Почему, Боже? Но позволь сказать тебе прямо сейчас, потеря не означает конец. Потеря – это начало процесса, который ты пока не способен понять. Ты смотришь на закрытые двери и думаешь, что это поражение. Но Бог видит это как перенаправление. Ты называешь это болью, а Бог называет это подготовкой. Потому что иногда, чтобы привести тебя к твоему настоящему призванию, Ему нужно убрать то, что тебя удерживает. Даже если это что-то хорошее. Даже если ты к этому привязан. Понимаешь, мы часто держимся за малое, потому что боимся потерять хоть что-то. Но Бог не мыслит категориями малого. Его планы всегда больше, глубже и выше. И если Он что-то убирает из твоей жизни, значит, это уже не соответствует тому уровню, на который Он тебя ведет. Ты не был создан, чтобы жить в постоянной утрате. Ты был создан для восстановления, для роста, для победы. Но путь к этому часто проходит через момент, когда все кажется потерянным. Это не наказание, это переход. Это не разрушение, это перестройка. Иногда Бог убирает людей, потому что они не смогут идти с тобой дальше. Иногда Он закрывает возможности, потому что впереди есть двери, о которых ты даже не мечтал. И да, в момент потери ты не видишь всей картины. Ты чувствуешь только пустоту. Но именно в этой пустоте Бог начинает творить нечто новое. Не позволяй своему разочарованию убедить тебя, что Бог тебя оставил. Нет. Он ближе, чем когда-либо. Он работает глубже, чем ты думаешь. Он формирует твою веру, очищает твои мотивы и укрепляет твой дух. И вот что важно понять. Если Бог что-то убрал, значит, это не было твоим окончательным благословением. Настоящее еще впереди. И оно придет в правильное время, в правильной форме и с такой силой, что ты поймешь, все, что было потеряно, было частью пути, а не его концом. Поэтому не останавливайся в боли. Не. Строй свою жизнь вокруг потери. Подними свои глаза выше. Доверься даже тогда, когда не понимаешь. Потому что именно сейчас, в момент, когда кажется, что все закончено, Бог только начинает. И запомни это, твоя потеря – это не твой финал. Это точка, где Бог начинает писать твою самую сильную историю. Бывают моменты, когда ты смотришь на свою жизнь и не понимаешь, что происходит. Все кажется запутанным, нелогичным, даже несправедливым. Ты молишься, ищешь ответы, но в ответ тишина. И в этой тишине рождается сомнение. Видит ли Бог вообще то, через что я прохожу? Позволь сказать тебе сегодня, Он видит все. Даже то, что ты сам о себе не понимаешь. Ты видишь лишь сегодняшний день, свои обстоятельства, свои ограничения. Но Бог видит всю картину целиком. Он видит твое завтра, твои возможности, те двери, которые еще даже не открылись. Ты оцениваешь ситуацию потому, что чувствуешь, а Бог действует, исходя из того, что Он уже знает. Иногда ты просишь об одном, а получаешь совсем другое. И тебе кажется, что это ошибка. Но для Бога это не ошибка, это ответ, просто не в той форме, которую ты ожидал. Потому что если бы Он дал тебе именно то, что ты просишь сейчас, это могло бы остановить тебя на уровне ниже того, куда Он тебя ведет. Ты можешь не понимать, почему что-то не получилось. Почему? Отношения разрушились. Почему возможность ушла? Почему двери закрылись прямо перед тобой? Но Бог не руководствуется твоими эмоциями, Он руководствуется твоим предназначением. Он видит твой потенциал, даже когда ты его не видишь. Он знает, кем ты можешь стать, даже если ты сейчас чувствуешь себя потерянным. И иногда именно поэтому Он не позволяет некоторым вещам остаться в твоей жизни, потому что они мешают тому, кем ты должен стать. Ты думаешь, что потерял шанс. А Бог знает, что это был не тот шанс. Ты думаешь, что опоздал. А Бог знает, что время еще даже не пришло. Его понимание глубже твоего, Его стратегия выше твоей логики. И вот что важно. Когда ты не понимаешь, это не значит, что Бог не действует. Это значит, что Он действует на уровне, который ты пока не видишь. Он соединяет обстоятельства, открывает невидимые пути, подготавливает людей и ситуации,
которые войдут в твою жизнь в нужный момент. Твоя задача не все понять. Твоя задача довериться, потому что вера начинается именно там, где заканчивается твоя логика. Когда ты смотришь на свою жизнь и говоришь: «Я не понимаю», Бог говорит: «Я контролирую». Когда ты говоришь: «Я не вижу выхода», Бог говорит: «Я уже приготовил путь». И когда ты чувствуешь, что все вышло из-под контроля, Бог напоминает: «Ничто не вышло из моих рук». Поэтому не позволяй неопределенности остановить тебя. Не позволяй вопросам разрушить твою веру. Даже если ты не видишь, Он видит. Даже если ты не понимаешь, Он уже все устроил. И однажды ты оглянешься назад и скажешь: «Теперь я понимаю, почему это произошло». Но до этого момента продолжай идти вперед с доверием. Потому что Бог видит то, чего ты не видишь, и именно поэтому твоя жизнь находится в надежных руках. И вот наступает момент, когда ты уже почти перестал ждать. Когда внутри становится тихо не потому, что пришел мир, а потому, что устал надеяться. Ты говорил, верил, молился, но время шло, и ничего не происходило так, как ты ожидал. И тогда возникает мысль: наверное, уже не будет. Но именно здесь начинается то, о чем ты даже не подозреваешь. Понимаешь, Бог не ограничен твоими сроками. Он не работает по человеческому расписанию. Там, где ты ставишь точку, Он ставит запятую. Там, где ты уже отпустил, Он только начинает действовать. Потому что Его восстановление почти всегда приходит неожиданно. Мы часто думаем, что чудо должно прийти быстро, логично и предсказуемо. Но если бы ты мог его предсказать, это уже не было бы чудом. Божьи пути выходят за пределы человеческого понимания. Он может изменить твою ситуацию в один момент, одним событием, одной встречей, одной возможностью, которую ты даже не планировал. Ты можешь годами стучаться в закрытую дверь, а потом в один день откроется. Совсем другая, и она приведет тебя дальше, чем ты когда-либо мог представить. Вот как действует Бог. Не всегда через то, что ты ожидаешь, но всегда через то, что тебе действительно нужно. Иногда восстановление приходит через людей, которых ты не искал. Иногда через возможности, о которых ты даже не думал. Иногда через поворот, который сначала кажется странным, но потом становится твоим самым большим благословением. И знаешь, что самое удивительное? Это происходит именно тогда, когда ты уже перестал контролировать. Когда ты отпустил страх, отпустил давление, отпустил попытку все держать в своих руках. Потому что пока ты держишься за свое, ты не оставляешь места для Божьего. Ты говоришь: слишком поздно. А Бог говорит: идеальное время. Ты говоришь: я уже устал ждать. А Бог говорит: я готовлю нечто большее, чем ты ожидаешь. Ты смотришь на часы, а Бог смотрит на вечность. И в один момент все меняется. Не постепенно, не медленно, резко. То, что казалось невозможным, становится реальностью. То, что было закрыто, открывается. То, что было потеряно, начинает возвращаться, но уже в новом, более сильном виде. Поэтому не обманывай себя, думая, что если сейчас тишина, значит ничего не происходит. Самые сильные изменения происходят именно в тишине. Самые великие ответы приходят тогда, когда ты уже почти перестал их ждать. Не сдавайся на последнем этапе. Не уходи прямо перед прорывом. Потому что именно там, где ты думаешь, что все закончено, Бог готовит самый неожиданный поворот в твоей жизни. И запомни, твое чудо не опаздывает, оно придет именно тогда, когда ты меньше всего ожидаешь, но больше всего будешь в нем нуждаться. Есть боль, которую невозможно объяснить словами. Боль, которая приходит внезапно и переворачивает все внутри. Ты не планировал ее, не выбирал ее, не был готов к ней. И первое, что ты чувствуешь, это вопрос: за что? Но позволь сказать тебе сегодня честно и прямо, даже эта боль не приходит без цели. Мы привыкли думать, что боль – это знак поражения, слабости или конца. Но в Божьем плане боль – это инструмент трансформации. Это процесс, через который Он формирует в тебе силу, которую невозможно получить иначе. Потому что есть вещи, которые можно понять, только пройдя через огонь. Ты смотришь на свою рану и видишь разрушение.
А Бог смотрит на ту же самую рану и видит потенциал. Потенциал для роста, для глубины, для новой версии тебя, которая будет сильнее, мудрее и устойчивее, чем раньше. Иногда именно то, что сломало тебя, становится тем, что строит тебя заново. Потому что пока все было легко, ты не рос. Пока все было комфортно, ты не менялся. Но как только пришла боль что-то внутри, тебя начало просыпаться. Сила, о которой ты не знал. Вера, которую ты раньше не использовал. Глубина, которую невозможно получить в спокойствии. Боль заставляет тебя искать. Она толкает тебя к Богу глубже, чем когда-либо раньше. Она очищает твои приоритеты. То, что раньше казалось важным, теряет значение. А то, что действительно важно, выходит на первый план. Да, боль тяжелая. Да, иногда она кажется несправедливой. Но она не бессмысленна. Ничто из того, через что ты прошел, не было напрасно. Бог использует даже самые темные моменты, чтобы создать в тебе свет, который потом будет освещать путь другим. Ты станешь голосом для тех, кто сейчас проходит через то же самое. Ты станешь примером того, что восстановление возможно. Но это произойдет не несмотря на боль, а именно через нее. Понимаешь, Бог не просто убирает твою боль, Он преобразует ее. Он берет то, что было против тебя, и делает это частью твоей силы. То, что ранило тебя, больше не будет контролировать тебя, оно будет формировать тебя. И однажды ты посмотришь назад не с горечью, а с благодарностью. Не потому, что тебе было легко, а потому, что ты увидишь, кем ты стал благодаря этому пути. Поэтому не убегай от боли. Не пытайся закрыть ее или игнорировать. Пройди через нее с верой. Потому что именно там, где было больше всего слез, Бог готовит самое сильное благословение. И запомни, твоя боль – это не конец твоей истории, это начало твоей силы. И вот мы подходим к самому важному моменту, к тому, что определяет, произойдет ли восстановление в твоей жизни или нет. Это не твои обстоятельства, не твои связи, не твои ресурсы. Это твоя вера. Потому что именно вера становится тем ключом, который открывает двери там, где логика говорит, что все уже закрыто. Пойми, вера – это не просто слова. Это не просто «я надеюсь, что все будет хорошо». Вера – это решение доверять, даже когда ты ничего не видишь. Это способность стоять, когда все внутри говорит сдаться. Это выбор продолжать идти, даже когда путь кажется пустым. Ты можешь потерять многое, но если ты не потерял веру, ты еще не проиграл. Потому что вера соединяет тебя с тем, что больше твоей реальности. Она связывает тебя с Божьими обещаниями, которые не зависят от того, что происходит вокруг тебя сейчас. Иногда ты ждешь, что сначала изменится ситуация, а потом появится вера. Но в духовной реальности все наоборот. Сначала приходит вера, и только потом меняется ситуация. Вера – это шаг в пустоту с уверенностью, что под тобой уже приготовлена опора. Ты говоришь: «Я не вижу выхода». Но вера говорит: «Выход уже есть, просто ты еще не дошел до него». Ты говоришь: «Слишком много потеряно». А вера отвечает: «Бог способен восстановить больше, чем ты потерял». Ты смотришь на факты, а вера смотрит на возможности Бога. И вот что важно: вера проверяется не тогда, когда все хорошо. Она проверяется тогда, когда все сложно, когда тишина затягивается, когда ответы не приходят сразу, когда кажется, что ничего не меняется. Именно в эти моменты ты либо отпускаешь веру, либо укрепляешь ее. Не думай, что твоя вера должна быть идеальной. Она должна быть настоящей. Даже если она маленькая, даже если она колеблется, продолжай держаться за нее. Потому что дело не в размере твоей веры, а в том, в кого ты веришь. Бог не ищет совершенных людей. Он ищет тех, кто не сдается. Тех, кто продолжает доверять, даже когда не понимает. Тех, кто говорит: «Я не вижу, но я верю. Я не понимаю, но я доверяю». И именно такая вера открывает двери, которые никто не может закрыть. Она приводит к восстановлению, которое невозможно объяснить логикой. Она становится мостом между тем, где ты сейчас, и тем, куда Бог тебя ведет. Поэтому держись. Даже если трудно. Даже если кажется, что все против тебя.
Не отпускай веру, потому что именно сейчас она работает сильнее всего. И запомни, вера – это твой ключ, и пока он у тебя в руках, ни одна дверь не останется закрытой. И теперь послушай внимательно, потому что это то, что меняет все восприятие твоей ситуации. Бог не просто восстанавливает так, как было. Он никогда не работает по принципу «вернуть к нулю». Его восстановление всегда превышает то, что ты потерял. Всегда больше, глубже и сильнее. Мы часто молимся так: «Боже, верни мне то, что я потерял». Но Бог слышит это иначе. Он не ограничен твоей просьбой. Он не думает категориями «столько же». Он мыслит категориями изобилия. И когда приходит его время восстановления, ты начинаешь понимать, он не просто вернул, он умножил. Ты потерял одну возможность, а получишь несколько, и каждая будет лучше прежней. Ты потерял отношения, а Бог приведет в твою жизнь людей, которые будут на другом уровне, с другим сердцем, с другой глубиной. Ты потерял время, а Бог способен ускорить твой путь так, что ты догонишь и обгонишь то, что казалось упущенным. Понимаешь, Бог не ограничен твоими потерями. Для Него это не проблема, которую нужно исправить. Это возможность показать свою силу через твою жизнь. Он берет твою историю и переписывает ее так, что финал становится сильнее начала. Иногда ты держишься за прошлое, потому что боишься, что лучше уже не будет. Но правда в том, что то, что впереди, даже нельзя сравнить с тем, что было раньше. Потому что если бы прошлое было твоим лучшим вариантом, Бог не позволил бы ему уйти. Ты думаешь, что потерял лучшее, а Бог знает, что ты еще даже не видел лучшее. И вот почему важно отпустить прошлое. Не с болью, не с сожалением, а с доверием. Потому что пока ты держишься за то, что было, ты не можешь принять то, что приходит. А то, что приходит, больше. Всегда больше. Божье восстановление – это не копия прошлого. Это новая реальность. Это уровень, на котором ты становишься сильнее, мудрее, увереннее. Это благословение, которое уже не сломает тебя, а укрепит. И однажды ты остановишься и посмотришь на свою жизнь и поймешь, если бы ты не потерял то, что было, ты никогда бы не получил то, что есть. Сейчас. И ты скажешь: «Теперь я понимаю, почему это должно было произойти. Поэтому не бойся того, что ты потерял. Не ограничивай Бога своими ожиданиями. Не проси, как раньше. Ожидай больше. Верь в большее. Готовься к большему. Потому что когда